В деревне Нумто Белоярского района прошла необычная свадьба. 20-летний лесной ненец и кызымская хантыйка по всем традициям двух народов соединили свои сердца. На неделе мы уже рассказывали о совместном жертвоприношении коренных народов после возвращения нашей съемочной группы из телеэкспедиции. А сегодня, как и обещали, очередной специальный репортаж Виталия Торопова. 8:30 утра. Через 3,5 часа свадьба. Это дом сватов. Отец жениха Александр в это утро курит гораздо больше обычного. Неудобно. Народу много. Неудобно? Почему неудобно? Привыкли мы дети в лесу одни. Тем временем сватья Алла готовит своего мужа, ослепшего еще в раннем детстве от кори, к ответственному выступлению. Зовут его тоже Саша, он известный в деревне Нумто певец-фольклорист. В отличие от взрослых, молодежь накануне дня свадьбы особо не волновалась. Где познакомились с будущей женой? Где? Да. Муравленко. Муравленко? Увидели и сразу полюбили с первого раза? Да нет, как такое может быть? Ну а как было? Ну там так-то и все вот так вот. Все вот так вот. Так что любовь с первого взгляда немцы, оказывается, не признают. Но история, со слов жениха, несложная. Познакомились в школе, переписывались смс-ками, так и к свадьбе пришли. Выбирали самую такую красивейшую, элегантную, самую такую прелестную девушку. И вот он нашел самую такую прелестную девушку. А по традициям в ночь перед свадьбой есть какой-нибудь мальчишник там или чего? Вот у нас сейчас, в данный момент, у нас сейчас идет мальчишник. Это вот это и есть мальчишник? Да. Мы сидим просто беседуем, обсуждаем предыдущие и дальнейшие события. Невесту в предсвадебный день разговорить так и не удалось. Некогда ей, не до прессы. Кстати, с языковыми барьерами этой симпатичной хантыйки, по всей видимости, предстоит еще столкнуться. У нас как бы мужчина, он глава семьи, и если я в его дом зашла, я должна принять его обычаи и его язык. И я его приняла. Надеюсь, что до конца. Наши же молодожены друг с другом пока общаются на русском. Итак, время поджимает, пора перебираться к месту торжества. Уважаемые гости, все мало, подойдите, пожалуйста, к первому чуму! Неподалеку от святого озера Нумто представители выставили свои чумы специально для такого важного события. Все должно быть по традициям. Примерно через полчаса ожиданий сторона невесты забеспокоилась. В конце концов, жених со сватами решились на начало церемонии. Как и положено, сначала обмен любезностями. И тут неожиданно для всех присутствующих началось. В конце концов, Сергею удается прорваться в чум к своей возлюбленной. Многочисленную прессу почему-то вовнутрь не впустили. Через 20 минут молодожены все же появились. Алина упаковывает свое приданное в специальный ящик. Молодые отправляются по остальным чумам демонстрировать красоту и таланты невесты. Далее непереводимый фольклор. В итоге с трудностями перевода столкнулась и сторона невесты. Переводчик есть у вас? Со стороны немцев они на немецком разговаривали, а со стороны невесты они должны были на хантейском. Также на немецком шпарят и все. Напротив чума жениха гости вновь задержались. Память подкачала. Они должны друг друга перевернуть вот так. Ну давайте попробуйте. Чуть-чуть можно? Вверх. Как они попробуют, когда неправильно это? А куда неправильно? Надо рука сверху быть должна. Кто знает. Тем временем Алина не может скрыть своего любопытства, как, впрочем, и любая невеста нашего времени. Это что? Деньги. Деньги? Как будто никогда в жизни деньги не видел. Дай сверху. Выскочу я. Иди женись, вот тебе и деньги дадут. Когда все гости уселись за столами, инициативу в свои руки берет глава деревни.
любви большой и трепетной, и нежной. Пусть сбудутся мечты и все надежды. Дайте кольца быстренько, кто их спрятал. И, наконец, кульминация. Это любовь! Как нас заверили старожилы, на самом деле такие свадьбы проходят неделями. Сначала все гуляют 3 дня на стойбище жениха, затем столько же у родителей невесты. Тем не менее, праздник удался. Это нам подтвердили старейшины. За вас решали родители, за кого вы хотите, или вы сами выбирали? У меня родителей не было. Ага. А как вы познакомились с Николаем? Просто. Увидели и полюбили, да? В конце хотелось бы все же сделать небольшое отступление для любителей этнотуризма, потому что это очень важно. На первый взгляд может показаться, что все эти чумы одинаковые. На самом деле это не так. Сегодня здесь представлены 2 вида. Летний, дальний, брезентовый и зимний чум из оленьих шкур. Так вот, в первом варианте ночевать даже весной я настоятельно не рекомендую. По собственному печальному опыту. Поверьте, это очень холодно. А вот находиться под оленями шкурами гораздо теплее и, соответственно, безопаснее для здоровья. Хотя для нашей молодой пары влюбленных, вновь соединившую спустя 18 лет 2 народа, наверняка холод не помеха. И у хантов, и у ненцев настоящая любовь способна преодолеть любые трудности и невзгоды, чего мы им на долгие годы и желаем. Виталий Торопов, Дмитрий Самбур, телерадиокомпания «Север».